Глава 79. Впору было бы немного испугаться, увидев прыжок, совершенный принцем. Но двое его подчиненных, разумеется, прекрасно понимали, для него подобное не представляет особой трудности. Му Цин даже не сдвинулся с места. Правда, Фэн Синь все же подошел, чтобы помочь поднять принца обратно. Затем Селянь с небольшим усилием вытащил того рядового за собой. Когда оба снова оказались на твердом полу, Селянь спросил: «Какому командиру ты подчиняешься?» Почему прятался здесь, руки и голову рядового скрывали бинты, кое-где пропитанные кровью, по всей видимости, его покрывали раны. Впрочем, ничего необычного, ведь идет война, и очень многие израненные солдаты забинтованы точно так же. Но юноша долго прятался в темноте и не подавал голоса, вот это уже весьма подозрительно. Му Цин предположил, а он не может оказаться лазутчиком от Юнани. Схватим его и отведем на допрос. У Селяня тоже возникли подобные подозрения. Но столица хорошо охранялась, возможность проникновения сюда врага, кроме Лан Ина, оставалась невелика. А этот солдатик, очевидно, был еще подростком. Как вдруг Фэн Синь произнес с легким удивлением в голосе: «Ваше Высочество, ты не помнишь этого мальчишку? Днем он все время бросался в бой впереди тебя, тот самый, на передней линии». Селянь удивился. Правда, во время дневного побоища принцу некогда было обращать внимание на происходящее вокруг, он только и успевал отбивать одну атаку за другой, когда кто-то бросался на него с мечом, намереваясь убить. Селянь даже на Фэн Синя и Му Цина не взглянул ни разу. Как он мог заметить какого-то рядового? Фэн Синь уверенно заключил: «Думаю, да. Я помню этого мальца. Он сражался с таким рвением, будто ему жизнь недорога». После фразы Фэн Синя Селянь принялся внимательно разглядывать юного воина. Тот внезапно вытянулся по струнке, задрал подбородок и выпятил грудь, как будто окаменел, но в то же время стоял по стойке смирно. Му Цин возразил: «И все равно это не дает ему права тайком скрываться здесь. Кто знает, вдруг он пришел совершить покушение или подслушивать». Впрочем, несмотря на такие речи, на самом деле и Му Цин уже ослабил бдительность. Все потому, что когда армия Синьлэ всеми силами раздувала пресловутый лозунг «Армия небесного божества», носитель небесного мандата, немало молодых людей вступило в ряды войск, чтобы следовать именно за Селянем. Среди них хватало и юнцов, большинство из которых являлись преданными последователями Селяня. Они с измальства поклонялись его божественным изваяниям, буквально росли, слушая славные истории о его высочестве наследном принце. И теперь желали потихоньку приблизиться, хоть одним глазком взглянуть на бога войны. Такие попадались не в первый и не во второй раз, поэтому не считались необычным явлением. Селянь произнес: «Ну вот, тревога ложная», затем мягко обратился к юному воину: «Наверное, я напугал тебя. Прости». Юноша, впрочем, не выразил ни капли испуга, вытянулся еще прямее и сказал: «Ваше Высочество». Неожиданно, только он успел произнести первые слова, случилось непредвиденное. Юный воин, не договорив, набросился на Селяня. Принц решил, что тот собрался нанести внезапный удар, и молниеносно увернулся, занося руку, сложенную в виде лезвия. Сил принца вполне хватило бы, чтобы от удара юношу постигла безоговорочная смерть на месте. Но тут кое-что пошло не так, как ожидал принц. Он ощутил холод, крадущийся по спине, на полпути резко развернул траекторию удара, повернул запястье и схватил стрелу, пущенную из-под тишка, как раз когда Селянь повернулся спиной. Выходит, юноша бросился к нему, потому что увидел холодный блеск летящей в воздухе стрелы. Селянь, который стоял спиной к зубчатой стене, подвергся атаке сзади, но страха не испытал ни капли, напротив, запрыгнул на гребень стены и бросил взгляд вниз, увидев вдалеке на пустой равнине перед городскими воротами одинокую, едва различимую фигуру. Из-за одеяний темных цветов она почти сливалась с чернотой ночи, поэтому разглядеть ее было крайне непросто. Фэн Синь ветром оказался подле Селяня, натянул тетиву и выпустил стрелу. Но нападавший заранее высчитал расстояние и намеренно остановился достаточно далеко. Своим выстрелом он привлек внимание Селяня,
а теперь помахал ему рукой, развернулся и направился прочь. Отступил он довольно быстро. Когда стрела Фэн Синя его настигла, скорость полета уже снизилась, и наконечник вонзился в паре цуней за спиной беглеца. В ярости Фэн Синь ударил кулаком по стене, да так, что посыпались вниз мелкие камешки. Кто это был? Кто же еще? Селянь ответил: Лан Ин. Воины на страже ворот тоже заметили нештатную ситуацию. Раздались громкие крики, вокруг все забегали, но по соображениям предосторожности никто не кинулся открывать ворота и бросаться в погоню, вместо этого направили запрос руководящему составу. Лан Ин выстрелил лишь раз, помахал рукой и направился прочь. Казалось, что он просто-напросто специально явился поздороваться с селянем. Му Цин хмуро спросил, зачем он приходил. Силу свою показать, Фэн Синь гневно высказался. Сегодня на поле боя мы разбили армию Юнани в пух и прах. Да и сам он едва избежал смерти от рук его высочества. Что тут показывать? Селянь тем временем нащупал, что к прилетевшей стреле что-то привязано. Он отвязал предмет и поднес к огню, рассмотрел и обнаружил, что это полоса ткани, оторванная от роскошного одеяния цвета лазури. На ней даже виднелись следы свежей крови, которые на развернутой материи оказались криво написанным иероглифом «Ци». Селянь моментально скомкал ткань в руке. Где Ци-Жун? Он не в императорском дворце. Фэн Синь приказал прибежавшим воинам: сейчас же отправляйтесь в город проверить, солдаты в торопях сбежали с башни вниз. Ведь ткань действительно оказалась обрывком одеяния, которое больше всего любил надевать Ци-Жун. Лан Ин как раз славился тем, что умудрялся всюду проникать незамеченным, поэтому вероятность, что он похитил Ци-Жуна, в самом деле существовала немалая. Медлить было нельзя, и Селянь сказал: «Я пойду за ним». Увидев, что Фэн Синь также подошел к нему, принц ответил: «Вы останетесь охранять городские ворота, чтобы они не сдвинулись ни на шаг. Остерегайтесь». Вдруг это отвлекающий маневр, Фэн Синь убрал лук за спину. «Ты никого с собой не возьмешь». Селянь не желал, чтобы армия Синьлэ атаковала первой, если со стороны Юнани не наблюдалось масштабного наступления. Ци-Жун попал в лапы противника, и принц вполне способен вызволить его в одиночку. Но возьми он с собой отряд воинов, непременно завяжется битва, и тогда уж точно смерти не ограничится одной-двумя. Желая хоть немного замедлить дальнейшее разрастание конфликта, принц ответил: «Не возьму». Что они могут со мной сделать? Затем он, легко опершись о стену, спрыгнул вниз и опустился на землю. Принц стремительно помчался в том же направлении, куда побежал Лан Ин. Спустя какое-то время позади послышались шаги, кто-то бежал следом. Обернувшись, принц увидел уже знакомого юного воина. Селянь крикнул ему: «Мне не нужна помощь, возвращайся», парнишка покачал головой. Селянь повторил: «Возвращайся». Он прибавил бега, чтобы оставить юношу позади, а когда снова обернулся, уже его не увидел. Миновав 5-6 ли, Селянь вбежал на вершину горы. Горка эта была не такой уж крутой и больше походила на склон, поэтому и называлась горбатым склоном. Говорили, что после своего отступления от городских ворот армия и простой народ Юнани обосновались именно здесь. Склон покрывала густая растительность, и в ночи в чернеющем лесу повсюду раздавались странные звуки, будто во тьме прятались бесчисленные живые существа, которые следили за принцем хищными взглядами. Селянь продвинулся дальше на гору и довольно долгое время провел в поисках, как вдруг увидел впереди дерево с висевшей на нем человеческой фигурой. Приглядевшись, он воскликнул: «Ци-Жун!» Это действительно оказался Ци-Жун. Его подвесили на дереве вниз головой, да еще, видимо, избили до беспамятства, с носа на землю капала кровь, один глаз заплыл фингалом. Селянь выхватил меч, обрубил веревку, подхватил упавшего Ци-Жуна и похлопал тому по щекам. Ци-Жун медленно пришел в сознание и, увидев принца, закричал: «Мой царственный брат!» Селянь занялся веревкой, что связывала Ци-Жуна, но тут вдруг ощутил холодок по спине и, не глядя, отбил удар длинным мечом. Обернувшись, он увидел Лан Ина, который, держа обеими руками тяжелый меч, налетел на него. Двое обменялись всего парой звонких ударов,
но Селяню и этого хватило, чтобы выбить оружие из рук Лан Ина. Подсечкой он сбил противника с ног и приставил острие меча к его горлу, завершая битву. «Ты ведь знаешь, что тебе меня не победить. Прекрати сражение». Сегодня им уже приходилось сойтись на поле боя. Любой, кто нападал на Селяня, был им же и убит. Кроме Лан Ина. Тому удалось выжить, даже приняв удар меча принца, и раненому унести ноги в свой стан. Абсолютно всем было очевидно, что Лан Ин и есть лидер войска Юнани. И Селянь, говоря «прекрати сражение», разумеется, подразумевал не только его одного. Принц добавил: «Если вы не станете нападать первыми, я гарантирую, что императорское войско не атакует вас. Возьмите воды и пропитание, а потом уходите». Лан Ин лежал на земле, глядя на принца в упор. И этот взгляд мог заставить любого, кто с ним встретится, запаниковать. Мужчина ответил: «Ваше Высочество, наследный принц, ты считаешь, что поступаешь правильно?» Выражение лица Селяня окаменело. Ци-Жун тем временем забранился: «Что за бред? Ты хоть знаешь, кто он, мой царственный брат? Он — небесное божество. Если он не прав, что же тогда получается? Вы, кучка разбойников, предавших родину, правы». Селянь прикрикнул: «Ци-Жун, придержи язык». Принц не имел ответа на вопрос, который задал ему Лан Ин. В глубине души он и сам чувствовал, что поступает в чем-то неправильно. Но все же это наилучший способ, который он мог придумать. Если не защищать Синьлэ, не давать отпор врагу, неужели он должен был позволить мятежникам Юнани раз за разом наступать, а потом и вовсе ворваться в столицу с боем? Если бы один или два человека направили на него оружие, принц смог бы, не впадая в крайность, оглушить обоих, тем самым решив проблему. Но на поле битвы, среди множества бесчувственных сабель и мечей, ему не под силу было старательно оглушать каждого по очереди. Оставалось только запретить себе думать и пускать в ход свой клинок. Вопрос Лан Ина угодил в самую точку, пробудив голос в душе принца, вопрошающий: «Ты считаешь, что поступаешь правильно, Ци-Жун?» Однако не обременял себя размышлениями подобно принцу: «А что я не так сказал? Брат мой, раз ты здесь, скорее убей всю эту горстку разбойников. Они побили меня одного целой оравой в пару десятков человек». Ци-Жун постоянно третировал столицу своими бесчинствами. И, конечно же, людей Юнани, которые заимели на него зуб, оказалось великое множество. Само собой разумеется, они не могли упустить такую прекрасную возможность для отмщения. По правде говоря, среди людей Синьлэ он также нажил себе немало врагов. Но Селяню сейчас было не до него. Он обратился к Лан Ину: «Что тебе надо? Хочешь дождя? В Юнани еще прольются дожди. Хочешь золото? Я прокину золотое изваяние и отдам тебе. Хочешь продовольствие? Я что-нибудь придумаю. Но не начинай снова войны. Мы вместе отыщем решение, отыщем иной путь». Идет. Эти слова сами сорвались с языка. Селянь не смог сдержать эмоции. Лан Ин, возможно, даже не понял, что означает «иной путь», о котором говорит принц, но ответил он без тени колебаний: «Я ничего не хочу. И мне ничего не нужно. Единственное мое желание — это чтобы в мире больше не существовало государства Синьлэ. Я хочу, чтобы оно исчезло с лица земли». Его голос звучал ровно, но от слов необъяснимо бросало в дрожь. Через какое-то время Селянь с тяжестью в голосе произнес: «Если ты приводишь людей, чтобы напасть, я не могу оставаться в стороне. У вас нет шансов на победу. Даже если все люди Юнани, что следуют за тобой, погибнут, ты все равно продолжишь стоять на своем». Лан Ин ответил: «Да». Ответ прозвучал столь хладнокровно, столь непоколебимо, что у Селяня только захрустели суставы пальцев. Но с ответом принц так и не нашелся. Лан Ин, чеканя по слову, произнес: «Я знаю, что ты — божество. Это не важно. Пускай ты божество, тебе все равно не заставить меня остановиться». Селянь знал, что Лан Ин не лукавит, поскольку принц, как никто другой, был знаком с интонацией, с которой тот говорил, безоговорочная решимость одного человека.
Когда он сам перед Цзюнь-У произнес: «Даже если небеса скажут, что я непременно должен умереть», его намерение, полное решимости, и намерения Лан Ина в эту самую секунду словно были выкованы по одному образцу, тем самым Лан Ин сделал не что иное, как заявление о продолжении призывать бесчисленный народ Юнани героически рваться в наступление, и не наступит тот день, когда оно остановится. В таком случае не оставалось никаких сомнений в том, что Селянь должен сделать сейчас. Принц привык держать меч в одной руке, теперь же обхватил рукоять обеими ладонями. Его руки дрожали. И когда он уже приготовился вонзить клинок в горло Лан Ина, за его спиной вдруг раздался странный скрип, а затем, внезапно, холодная усмешка. Принц немало удивился тому, что кто-то беззвучно смог пробраться к нему за спину, но когда обернулся, его глаза округлились. Наиболее вероятным в такой момент было бы появление вражеских солдат, которые наставили бы на него бесчисленные клинки. Но принц совершенно не ожидал увидеть за собой такого странного человека. Фигура, облаченная в белое траурное одеяние. На лице бледно-белая маска, до крайности странная, на одной половине изображено плачущее лицо, на другой — улыбка. Человек сидел на лозе, свисающей между двух больших деревьев, и скрип издавала именно лоза, на которой он покачивался. Выглядело это так, будто он катается на качелях. Увидев, что Селянь обернулся, человек поднял руки и неторопливо хлопнул в ладоши, потом еще, при этом холодно посмеиваясь. Селянь необъяснимо ощутил, как его пробрало морозом по коже. «Что ты за тварь?» — резко выкрикнул он. Он употребил слово «тварь», поскольку интуиция подсказала ему, это точно не человек. В это самое мгновение Селянь вдруг ощутил, что под острием меча происходит что-то странное. Затем раздался громкий крик Цзюна. Принц обернулся и увидел, что твердь прямо перед ним разверзлась длинной трещиной, которая без предупреждения поглотила лежащего на земле Лан Ина. Затем провал сомкнулся вновь, и Селянь непроизвольно вонзил меч в землю. И лишь почувствовав, что острие клинка вошло не в плоть, а в сырую почву, принц осознал, что его удар не убил Лан Ина, только неясно, что именно последовало за этим, досада или же облегчение. Тем временем фигура в белых одеждах вновь издала странное хихиканье. Подняв меч, Селянь запустил им в нее. Бросок вышел молниеносным, длинный меч прошел сквозь фигуру и вонзился в дерево, а противник, не проронив ни звука, припал к земле. Селянь подбежал к нему и увидел перед собой лишь безжизненный ком белых одеяний. А человек, что их носил, растворился в воздухе. Его появление и исчезновение были предельно странными. Сердце Селяня тронула тревога, поэтому он не решился действовать опрометчиво. Одной рукой подняв Цзюна, принц произнес: «Уходим». Цзюн же принялся кричать: «Нет! Мой брат, давай подожжем эту гору. Здесь скрывается множество людишек Юнани, и все эти смутьяны, что сидели под воротами столицы и истерили, что не хотят уходить, тоже скрываются на этой горе. Скорее выжжем их дочисто одним факелом». Селянь тащил его за собой по дороге и ощущал, что тьма вокруг сгущается, словно за ними наблюдает бесчисленное множество глаз. Ты разве не видел, насколько странно вел себя тот человек, что появился и исчез? Здесь нельзя надолго задерживаться. Странно, и что с того? Ты же божество. Тебе ли бояться каких-то мелких демонов? Если посмеют мешаться под ногами, убить их, и дело с концом. Поговорим, когда вернемся в город. Видя отношение Селяня и понимая, что он не собирается поджигать гору, Цзюн вытаращил глаза. Но почему? Они избили меня до такого состояния, пошли против нас, ты же сам все слышал. Он сказал, что намерен стереть Синьлэ с лица земли. Уничтожить наше государство. Почему ты просто не перебьешь их всех без остатка, как сделал сегодня на поле боя? Дыхание Селяня на миг застыло. Он пришел в ярость. Почему у тебя на уме всегда только убить без остатка и больше ничего? Как можно сравнивать простой народ с солдатами? Цзюн вместо ответа бросил: а в чем разница?
Они ведь все люди, не все ли равно, кого из них убивать? Его слова будто бы надавили селяню на больное место, в нем вскипела горячая кровь. Внезапно принц ощутил, как что-то сдавило лодыжку. Опустив взгляд, он увидел распухшую руку, которая вытянулась из густых зарослей по обочине и яростно схватилась за его сапог. В тот же миг впереди послышалось несколько глухих ударов, из деревьев дождем повалились 7-8 фигур, которые неподвижно распластались по земле. Они напоминали людей, вот только никакой одежды на них не было. Подобно гигантским червям из плоти, они медленно поползли в сторону принца. Цзэжун не сдержал вопля. «Кто это?» Селянь одним ударом отрубил руку, что его удерживало, и мрачно ответил: «Никто». Это Бину. Раньше селяню никогда не приходилось слышать, чтобы эти твари появлялись в горах недалеко от императорской столицы. Даже если здесь заводилась нечисть, монахи из монастыря Хуанцзи очень скоро расправлялись с ней. Значит, Бину могли появиться здесь только одним путем, кто-то специально привел их. Селянь совершенно не ожидал, что в эту войну вмешаются еще и нечеловеческие существа. Возвращаясь в мыслях к множеству деталей случившегося, он все больше подозревал, что противник заодно с Лан Ином, а похищение Цзэжуна направлено лишь на то, чтобы выманить самого селяня. Но сейчас не оставалось времени как следует все обдумать. Один взмах меча принца был способен разрубить всех 8 Бину ровно напополам. Но только если уже эти твари где-то появляются, то всегда сбиваются в группы. Как и следовало ожидать, среди деревьев и кустов вокруг раздался шорох, заросли закачались сильнее, и еще больше человеческих фигур телесного цвета с неразличимыми чертами лица выползли из них. Бесконечным потоком они нахлынули на селяня. Притом их целью являлся только селянь. Один удар разрубал десяток, но тут же на их месте возникало в 2 раза больше. И как раз когда селянь неустанно орудовал мечом, один из Бину, что прятался на дереве, наметившись прыгнуть прямо на спину принцу, свалился сверху, но случилось непредвиденное, тварь даже не приблизилась к цели, когда оказалась разрублена холодным блестящим клинком. Цзэжун не был вооружен, разумеется, он не мог никого зарубить. Селянь обернулся и увидел, что удар нанес тот юный воин, он пропал из виду, когда селянь оставил его у городских ворот, но все-таки отправился следом и нашел их. В руках юноши оказался плохонький меч, но и тот принес немалую пользу, в пару-тройку взмахов он смог разрубить нескольких Бину. Ползучие твари выделяли крайне липкую жидкость, отчего Цзэжун разразился криками омерзения. Он несколько раз со стервенением наступил на голову одному слабенькому Бину, заметил, что тварь вовсе не внушает страха, и в недоумении произнес: какие-то не слишком сильные из них противники, а оно ему было и невдомёк, что Бину всегда появляются вместе с другими лютыми тварями. Селянь прокусил губу, коснулся раны 2 пальцами правой руки и равномерно нанес кровь на лезвие меча. Затем вручил этот меч Цзэжуну и повелел: «Вы двое, возьмите этот меч и уходите. К вам никто не посмеет приблизиться. Если в дороге что-то услышите, не оборачивайтесь. Запомните, ни в коем случае не оборачивайтесь, мой брат». Начал Цзэжун. Селянь оборвал на полуслове: «Сильный противник впереди. Скоро мне будет совсем не до вас. Лучше отправляйтесь назад, передайте известие». Цзэжун не сказал больше ни слова, подхватил меч и бросился бежать. Селянь благословил оружие в его руках при помощи магии, и по пути ни Бину, ни иные твари не посмеют к нему приблизиться. Не встретив препятствий, Цзэжун скоро исчез из виду. Только вот юный воин по-прежнему оставался на месте. Цзэжун уже убежал вперед, а у селяня не было другого волшебного меча, чтобы отдать юноше. Ему самому пришлось воспользоваться ладонью вместо меча. Спустя полчаса непрерывного уничтожения тварей, да при содействии юноши, который вкладывал в битву все силы, они, наконец, под чистую расправились со всеми Бину. Землю покрыли трупы, сочащиеся липкой жидкостью и непрерывно смердящие. Убедившись, что ни один Бину не выжил, селянь выровнял дыхание, повернулся к юноше и произнес: «Ты неплохо управляешься с мечом». Паренек стоял, крепко сжимая в руках меч, и немного задыхался.
Но тут же мгновенно вытянулся в струнку и ответил: слушаюсь. Селянь сказал: «Я ведь не отдавал приказа, к чему ты говоришь мне «слушаюсь»?» «А почему, когда я приказал тебе вернуться, ты не ответил «слушаюсь»?» Юноша повторил: «слушаюсь». Лишь после до него дошло, что ответ прозвучал как-то странно, и осанка его сделалась еще прямее. Селянь покачал головой, подумал и вдруг приподнял уголок губ со словами: «Впрочем, тебе больше подошла бы сабля».